Доброго всем времени суток. Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за ваши добрые слова, пожелания, за лайки, подписки, комментарии. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада. Кто и что от тебя скрывает? Насколько это важно для тебя? Для начала делаю, девочки, вашу сигнификацию. Если сейчас резонирует, вы себя узнаете. Значит, смотрим расклад до конца. Один вариант. Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе от результатов этого расклада. Не забываем, девочки, расклад общий. Мои хорошие, в любом случае нужно любить себя, искать себя, никогда не сдаваться. Только вы творец своего счастья. Итак, какая девочка пришла на расклад? Почему-то показано, у вас глазки завязаны, повязка на глазах. Именно поэтому, как будто бы вы можете попадать в какие-то ситуации. Тут видите, как паук раскидывает сети, да, свои, плетет паутину, а вы можете стать, к сожалению, какой-то легкой добычей. Другими словами, есть люди, окружение какое-то, которые могут мастерски плести какие-то интриги, манипулировать, а вы, к сожалению, то ли не хотите видеть, да, осознанно, не хочу верить в то, что эти люди могут быть такими, то ли действительно не замечаете, опыта может быть мало, может быть отчасти это как наивность. Так, какая девочка пришла на расклад? Ага, ну не все так однозначно. Это, скорее всего, в прошлом вы такой были, скажем так, с завязанными глазками. Может быть, все пропускали через, ну, как говорят, призму собственного восприятия мира. Вот и наделяли людей тоже какими-то, может быть, качествами замечательными, которыми они не обладают. Поэтому могли быть становиться легкой добычей таких пауков. Из-за этого было много, тут карта слезки, печали. Опять-таки воспринимали людей одними. Тут по этой карте подарок, да, может быть, искренне надеялись, что с ними можно выстроить какие-то здоровые взаимоотношения. А вместо тут подарочка свинью как подкладывали. Мне показана тут девочка, которая сейчас уже по-другому себя ведет. Может быть, тут карта оппозиция, может быть, четко уже точки над «и» расставили, да, с кем-то. Может быть, стараетесь избегать этих людей, для себя осознали. Но тут прям конфронтация, оппозиция. То есть вы уже понимаете, что есть люди, которые пытаются вам эту повязочку на глазки одеть, но вы четко как будто бы отстаиваете свою позицию, да. Четко тут рамки, границы уже более-менее, мне так идет, как будто бы вы выстраиваете. И понимаете, что в принципе, да, что нужно искать где-то своих единомышленников. Вот по этой карте, видите, зеркало, тут карта, и переход на новый уровень. Как будто бы не нужно зацикливаться и терять время на людей, ну, пытаться понять их, осознать, почему они так поступили в отношении вас. Ну, как будто бы не нужно пытаться докопаться до мотивов их поступков. Люди, которые там вас чем-то там обидели или пытались вас использовать. Тут, скорее всего, даже люди, которые привыкли, наверное, многих использовать. Вот, потребители. Тут, скорее всего, у вас пришло уже осознание того, что не нужно на этом всем зацикливаться, не нужно пытаться это все проанализировать, нужно идти дальше и ценить тех людей, с которыми вы разговариваете на одном языке. Может быть, желание сейчас найти вот этих единомышленников, найти людей, с которыми, да, опять-таки, мы с тобой одной крови. Вот тут вот как будто бы переход на новый уровень, это может быть поиски этих людей, может быть, у кого-то это смена
смена окружения, переход, это как квантовый скачок. У кого-то это новые какие-то горизонты в плане там сфера деятельности смена, у кого-то обучение чему-то новому. И может быть в процессе там обучения вы с кем-то новым знакомитесь. Как будто бы жизнь ваша меняется благодаря тому, что вы сами себе как будто бы, да, даете добро на то, что ну, в старом, в прежних каких-то форматах я не хочу существовать, я хочу искать новое, я хочу искать, опять-таки, у кого-то друзья, общение, как свежий ветер перемен, да, вот тут вот все об этом. Будто бы уже все, вы уже отчасти отпустили старое или стараетесь это прожить уже, это отпустить. Так как понимаете, что тут очень много было боли, разочарования, но это опыт, который вам было необходимо прожить. Такая мне ваша сигнификация пришла, девочки. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, кто и что от тебя скрывает? Насколько это важно для тебя? Кто от вас скрывает? И что от вас скрывают? Насколько это важно для вас? Может, вы и так все знаете и понимаете, и вы уже готовы ко всему. Так, кто от вас скрывает? Что от вас скрывает? И насколько важно это для вас? Кто скрывает от вас? Что от вас скрывают? Насколько это для вас важно? Кто скрывает, что скрывает, насколько важно? Кто скрывает, что скрывает, насколько важно для вас? Начинаем. Кто скрывает от вас какую-то информацию? Интересно. Так. Ну, тут очень похоже на мужчину, но сейчас я уточню. Кто? Мужчина или женщина? Мужчина, император. При этом еще с другой колоды затесалась карта. Не зря. Мужчина может нести ответственность за семью какую-то, там, ячейку общества. В принципе, может быть, за организацию даже какую-то. Но неважно. Мужчина изо всех сил старается взять себя в руки. Может быть, даже занимается какими-то практиками, да, в смысле успокоиться, релакс. Император, мужчина, повторюсь, у кого-то это занимает должность, у кого-то не свободен, у кого-то и одно, и второе, да. В принципе, очень не глупый, но тут может быть тираничный, деспотичный мужчина, который привык брать ответственность, но, знаете, иногда он может злоупотреблять своими какими-то, ну, у кого это должность, да, у кого социальное положение, да, но мне почему-то так идет.
Так, мужчина, у которого разбито сердце, может быть, даже отчасти он это и скрывает, да, кстати, очень темпераментный, страстный мужчина показан у меня, видите, по этой карте за спиной держит кинжал, то есть может он, конечно, использовать какие-то такие, как это сказать, методы, способы для достижения каких-то поставленных целей, очень неэкологичные. Тут подлость, предательство, манипуляция. И тут отчасти у кого-то прям может проиграться, знаете, если человек влюбился, может за спиной, если есть основная партнерша, у кого-то за спиной может там ну, какие-то проигрывать варианты, вы понимаете, да? Противоядие, ответственность. При этом человек сам себя оправдывает, я вам хочу сказать. Эта карта противоядия и ответственность может говорить, а как по-другому? А по-другому я не могу, допустим, если у меня есть семья, я несу ответственность за там деток, семью. А тут груз ответственности. Он говорит, я это не брошу, не сброшу. Но при этом, если провал там в эмоционально-чувственной сфере, там в семье он этого не получает, с постоянной, допустим, женщиной, то может где-то это добирать на стороне. Но при этом всем как будто бы изначально сердечко-то разбито. Так, это человек. Ну, скорее всего, это, если к вам относится, это ваш кармический партнер, человек, встретив которого вы поменялись, вы изменились. В какой-то момент вы захотели стать лучшей версией самой себя. Он тоже, с ним то же самое. Партнеры, которые учат друг друга. Не обязательно у вас будет там совместный дом, семья, детки. Это все не обязательно. Но вы друг другу в жизни встретились, и вы меняете друг друга. Так, скорее всего, урок для него тут какая-то история любовная, тут карта взлет. Вот несмотря на то, что у него тут груз ответственности, он как будто бы не в полной мере сам себе принадлежит, да? То есть уже там ему нужно заботиться о ком-то, о чем-то. У кого-то, повторюсь, это там семья, детки, у кого-то это там его уже путь, его он выбрал там, идет по этому пути, ему, ну, по большому счету, это осознанный его выбор, да, и он несет ответственность за это все, за эти принятые решения. Но тут вот как будто бы встреча могла быть. Вот тут карта взлет, так вот, знаете, встреча с какой-то женщиной. Встреча, причем параллельно с этим, может быть, и у него как взлет был, может быть, карьера, какие-то достижения, вверх по социальной лестнице, тут такое что-то. Карма, тут расставание вполне возможно, как будто бы это было предрешено даже. То есть, может быть, люди встретились не в то время, не в том месте. Может быть, даже там и женщина не свободна, он не свободен. Тут как будто бы это расставание, оно было предрешено. Так, сам по себе сейчас чувствует себя как заложником образа, карта в плен. Скорее всего, у кого-то проиграется как золотая клетка, у кого-то проиграется это опять этот груз ответственности, и он уже этому не рад. Ну, вот так. Так, и уже длительное время. Так, и в принципе, так, какой человек еще? На самом деле человек, тут у меня так складывается впечатление, человек получает бонусы от своего нахождения, то ли в этой золотой клетке, в этой зоне комфорта, да, так называемой, то ли он пытается, знаете, для себя примерить и осознать, какие он действительно эти бонусы имеет, как на чаше весов, да. Тут человек не готов разрушать свою жизнь, где-то уже налаженную. Тут не просто быть, тут какие-то, повторюсь, есть бонусы, плюшки.
может быть, знаете, как уже в полной мере как заложник вот того образа, пытается все бонусы в полной мере как будто бы для себя собрать. То есть, если это какая-то там должность, то тут, может быть, человек даже отчасти где-то может упиваться властью, кайфовать от этого. Ну, если это материальные там какие-то, то же самое, да, нюансы, то тут человек будет, не будет аскетом, да, будет позволять себе многое. Тут как с чистой совестью, как будто бы я отчасти как плачу цену. А цена тут в личной жизни неудачи, в смысле в эмоционально-чувственной сфере. Сердечко разбито, там дыра в этом сердечке. Тут как компенсация. Компенсация вот этих каких-то неудач в личной жизни. Он будет полностью компенсировать это, ну, опять-таки, всем. Так, такой у меня мужчина вышел. Еще какой нюанс я вам хочу сказать. Если бы это был холодный такой, знаете, в полной мере человек там отстраненный, человек, которому не нужны никакие эмоции. Может быть, было все бы замечательно, но он сам по себе страстный, чувственный. Угу. Для него вот эту цену платить, отсутствие эмоций, отсутствие, вот, может быть, романтики какой-то, это высокая цена для него. Так, давайте посмотрим, что этот человек от тебя скрывает. Ух ты, как интересно. Сейчас, девочки. Ну, давайте так. Если вы считали, вы знаете, кто этот человек, да? И вы считали, что, может быть, вы не оставили там глубокий след в его жизни, то все совсем наоборот. Он вас считает тут как посланник высших сил. Может быть, женщина, которая заставила его посмотреть на этот мир по-другому. Это добро, свет, милосердие. Вот это все сюда. Вас он видит очень яркой, харизматичной, энергетически наполненной женщиной. При этом тут вот как-то, знаете, скорее всего, он не до конца даже сразу верил в ваши какие-то, то есть то ли проявления, то ли... Ну, тут, скорее всего, мужчина уже, знаете, очень многое видел, и многих женщин видел, и осознавал, что бывают женщины, которые прикидываются, да, одними, на самом деле совершенно другими. Тут он, скорее всего, какое-то время приглядывался, и не особо вот как будто доверял даже, да. Что тут основное он скрывает? Скрывает от вас то, что вы давали ему вот эту энергию, желание где-то жить, творить, как глоток свежего воздуха вы были. Еще он скрывает, что тут карта на волоске и карта убеждения, и карта крест. История о том, что если этот мужчина там какое-то время назад, вот вы видели, он как, может, колебался, делать выбор в вашу сторону, не делать выбор в вашу сторону, дальше с вами связывать свою жизнь, планировать, как-то выстраивать, то тут история о том, что, видите, карта на волоске и убеждения. Он готов был в какой-то момент, вот не хватило тут вот этой вот, тут карта ниточка тоненькая, видите, канат тут разорван, да, фактически, и одна тоненькая ниточка соединяет тут этот канатик. То есть
Он настолько был готов ради своих каких-то убеждений даже, может быть, изменить свою жизнь ради вас, ради возможного будущего с вами. Тут вот как будто бы чего-то вот миллиметра не хватило до какого-то его осознанного поступка, да, скажем так, давайте так назовем. Опять-таки, он вас считает действительно важной женщиной в своей жизни. Карта Крест тут это и любовь, и боль, и наказание, и подарок небес, и наказание. Опять-таки, скрывает, девочки, я как это вижу, так и расскажу. Тут карта Крест дальше и карта Жадность. Может скрывать, что вот той самой ниточкой, которая не разорвалась и которая привязала его к его убеждениям, тут карта Жадность. У кого-то нежелание, может быть, расставаться с яхтами, пароходами, уже с какой-то своей зоной комфорта. У кого-то, ну не знаю, жадность, как я могу по-другому это прочитать? Ну, еще может скрывать, кстати, что действительно, даже когда он, может быть, не показывал вам там своих эмоций, а тут карта Шторм, затмение, у него такие были эмоциональные качели по поводу вас. Тут даже карта Письмо. У кого-то это может быть ваша переписка, ваши какие-то сообщения, или он хотел вам что-то сообщить. Тут как будто человек, может быть, переживал действительно, старался как-то это все обуздать, эти эмоции. И он просто говорит, у меня вот как затмение какое-то, это как своего рода, говорит, может рассказывать, как безумие какое-то было, вот как творилось что-то в моей жизни, вот с тобой связанное. Это настолько нестандартно для меня, настолько это не характерно, эти все эмоции. Тут даже может человек просто от вас скрывать, насколько вы для него знаковая фигура в его жизни. Еще скрывает, что когда я был рядышком с вами, тут ангел-хранитель. Он вас считывает женщиной, которая, может, пришла в его жизнь для того, чтобы, может, какой-то период его жизни там у кого-то спасти от одиночества, у кого-то тяжелый был период, да, и вы своей энергетикой где-то даже, может быть, спасли его. Может, подсветили какие-то нюансы, да, в его жизни. Он обратил на эти нюансы внимание. Ну, тут, как бы там ни было, тут такое, знаете, завуалированное, как признание в любви. Ну, мне так идет. Он это от вас скрывает. Так. Насколько это важно для вас? Насколько это важно для вас? Это очень важно, на самом деле, для вашей карты эволюции, развития. Я по этим картам вижу, что вы уже вроде бы как бы и успокоились, большинство из вас. Тут хватило уже мудрости, силы по карте хранительница. Многие пришли в эзотерику для того, чтобы разобраться, что это вообще было, кем является этот мужчина, особенно тут большинство это негативный, ну, считывался, да, как негативный опыт. Но для вас это очень важно. Почему? Потому что это дает вам понять, что мужчина на самом деле испытывал к вам чувства, эмоции эти глубокие. У него были эти эмоциональные качели, даже если он
этого не показывал. А многие из вас воспринимают этого мужчина, который пришел в вашу жизнь для какого-то, как чуть ли не наказания. Карта игла в сердце, вот как вот заноза в это в сердце сидит. И, знаете, ощущение того, что тебя использовали, но многих не проходит. Из-за этого карта злоба. Из-за этого карта... Тут карты такие, знаете, как будто бы ощущение, что ты с чистым сердцем, с чистыми намерениями, ты искренне полюбил этого человека в голове, а это все с его стороны, это была игра. Как будто бы многие из вас были в состоянии таком, знаете, как я могла к себе этого человека подпустить, как я могла ошибиться, как я могла считать вот это вот все, может быть, его заинтересованность. Это всего лишь было как будто бы, ну, как подделка, да, это как суррогат какой-то. Это не вино любви было, это не искренность с его стороны была. Вот многие просто задавались вопросом, игра, это все была игра с его стороны. Так вот вам просто говорят, рассказывают, что да, это не совсем, это вообще не игра была с его стороны. Может, отчасти где-то там человек и какую-то маску на себя натянул, но это скорее для того, чтобы себя защитить. То есть то, что вы посчитали, что это тут вместо подарка, подарок любовь, да, вам как свинью подложили. Ну, тут не совсем как будто это искаженная информация, девочки, мне так идет. Для вас важно это узнать информацию, важно, потому что дальше как будто по карте штурвал у вас уже будет ощущение того, что вы, ну, знаете, уверенность в том, что действительно этот человек к вам испытывал, ну, не буду говорить точно такие эмоции, как вы к нему испытывали, но тут вот эта карта письмо еще говорит о том, что на его выбор, на его там то ли окончательный выбор, то ли в моменте какой-то выбор, повлияла какая-то информация, какое-то сообщение, какие-то ну, знаете, может быть, у него свой опыт, то, о чем вы не догадываетесь, и то, что может до конца вам не понять даже. Вот я это хочу сказать. По большому счету нужно отпустить эту ситуацию, да. Вы для себя знаете, что вы очень важная женщина в его жизни. Для чего-то это было вам нужно. Скорее всего, тут карта хранительница, тут карта мудрости, карта осознанности. И тут первая карта эволюции. Скорее всего, эта информация вам нужна для того, чтобы дальше идти, развиваться, строить свою жизнь с учетом этого опыта, да, скажем так. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.